Да, вот такое вот вступление у нас добавилось в новом событии, связанное с пиратами. Сейчас постараемся с ними познакомиться, посмотреть, изучить и сделать какие-то выводы. Всем большой-большой привет! С вами на связи, как обычно, Импреза. Итак, событие похоже на охотников, похоже на аватаров, все абсолютно одинаковое, то есть нужно проходить кампанию, прыгать по этим клеточкам, проходить уровни. Здесь мы с вами ничего нового не увидим. Но у нас добавляются герои. Два героя и бочка. Одна новая палка. Ну и давайте смотреть, что у нас здесь по глобальным усилениям. Вообще, в целом, давайте просто познакомимся с ними, с этими героями. Чернильная борода у нас вот такой вот герой. И Марина Тайтборн. Интересное, конечно, наименование персонажа, наименование героя. Выглядит немножко странновато, но как есть, так есть. Что дают, то и берем. Итак, давайте начнем с чернильной бороды. Здесь у нас физический урон, средняя сложность, тра-та-та, ничего интересного толком-то и нет. Так, здесь урон к физическим повреждениям, область эффектов, скорость снарядов. Крест отмечает сокровище. Так, ну это скилл, до него доберемся. Все герои получают плюс 5% к области эффектов. Ну, это, конечно, полезно. Своего рода дополнительный камушек у нас с нами будет постоянно присутствовать везде и всюду, и никуда он от нас не денется. Ну, 5% к области это, конечно, хорошо. Области много не бывает. Но не могу сказать, что в этом есть что-то прям вот супер такое жизненно важное, необходимое и полезное. Что и касается также 25% урона к физическим повреждениям. Ну, урон, конечно, тоже штука такая очень долго накопительная, очень долго накапливаемая. Поэтому лучше пусть она у нас будет, эта глобалка, чем ее не будет. Но опять же, 5% к области, 25% к физическим повреждениям, пока ничего такого. Еще 5% добавляется всем героям, которые разделяют фракцию особых. Ну и вот давайте просто рассуждать. Из вот этой фракции, давайте до нее сейчас пролистаем. Из вот этой фракции, кем мы с вами играем? Мы играем кем? Мы играем Крампусом, он нужен для сфер. Мы играем Зайцем, кроликом, и используем его для битвы с боссом. И играем, ну, например, Дедом Морозом, если мы находимся на той стадии, когда нам с вами необходимо фармить ключи. Ну, или монетки там и так далее. И вот, исходя из этого, всплывает... еще у нас есть герой, да? Я что-то даже не заметил. Третий. Интересно, ну сейчас тоже посмотрим. И он тоже вкачан, ну надо же. Да, у нас их получается 3. Так, и вот один простой вопрос. Зачем? Для чего вот этим героям нужна область? Мне вот ответ на этот вопрос непонятен. Его по факту этого ответа и нет. Ну, возможно, Санта там будет себя как-то лучше и комфортнее чувствовать. Там чуть-чуть побольше, может быть, шарики вот эти снежные станут, если Эво будем использовать. Ну и то тоже под вопросом, увеличивается ли от области этот шар или нет. Остальными героями, ну вот в битве с боссом, например, кролик, ну, возможно, да, там тоже под вопросом, но... Да по факту-то да не нужно, ну бесполезно, ну вот прям вот напрашивается вот этот вот ответ. Ладно, идем дальше. 1,05, множитель добавляется, наносимый урон по оглушенным врагам. Окей, для босса будет полезно, и в целом-то и все. Не так уж и много у нас героев и палок, тех, которые бы могли оглушать. Может быть, мне это не попадается, но в любом случае все упирается по факту здесь в босса.
То есть это глобальное усиление, оно будет полезно именно в боссе. Пусть будет так. Что у нас здесь по скиллам? Красный крест, увеличивающий урон и площадь поражения. Ой, здесь тоже уже все прокачано. Ну, прям очень сильно хотелось получить, видимо. Увеличивающий урон и площадь поражения чернильных бород на 2500% появляется каждые 10 секунд. Непонятно. Ну, очевидно, что ориентировано на урон, и в целом-то и все. Что еще здесь можно добавить? Бродсайд. Корабль чернильной бороды стреляет пушечными ядрами, наносящими такое-то количество урона, и каждые 5 секунд с шансом оглушить врагов при попадании. Окей, вернемся к ранее сказанному. Не так уж и часто мы с вами кого-то оглушаем. Ну вот, понятно теперь почему. Здесь у нас ориентир идет на оглушение. То есть в теории, ну вот жалко, что каждые 5 секунд, но не видно какой шанс. Не прописано. Вот опять, ну недоработка. Вот этих недоработок текстовых, их очень много. Недавно кто-то тоже у нас там в чате ругался на эту тему, что и так попробовал, и такой язык включил, и английский, и немецкий, и что-то он попытался игрок понять, но у него не вышло, и как бы ему сказали, ну смирись. Это особенности нашей с вами горячо любимой игры, поэтому такие моменты имеют место быть. Так, заходите в группу, всех жду, уже нас почти 200 человек, поэтому ссылка внизу в комментарии, также есть наверху в описании. Очень много полезных разделов: кузница героев, тир-лист, чат, сборки, билды, задавайте там вопросы, общайтесь, делитесь там, заходите, обсудим обязательно вот это нововведение, новое событие. Все обсудим, обо всем поговорим. Буду рад всех видеть. Я думаю, что ребята тоже обрадуются, если вы зайдете. Так, вернемся сюда. Все, кого мы с вами положили, заполняют шкалу. Когда она заполнится, щупальца кракена вырываются из случайных мест, нанося определенное количество урона каждым взмахом. Ну, вот так вот пока что просто предварительно могу сказать, что для босса, естественно, этот герой не подойдет, потому что у него есть ориентир на то, что у него есть скилл, который будет оглушать. И не могу сказать, что он будет хорош в таких режимах, как башня, к примеру, потому что нету намека никакого на отхил. Здесь еще, конечно, надо кузницу посмотреть, не удивлюсь, если она прокачана, но я думаю, что она прокачана, по-моему, да. По-моему, все там должно быть хорошо и идеально. Вот. Возможно, этот герой будет эффективен в кошмаре для тех, кто его проходит, и будет очень хорошо, если он вам выпадет, этот герой. Но пока что я, пообщавшись уже и с игроками, да не то чтобы даже пообщавшись, у нас там просто вот идет вот это бесконечное обсуждение, там периодически какие-то мысли для себя стараюсь уловить, я пришел к выводу о том, что герои не совсем путевые. То есть, да, они нужны для получения глобальных усилений, в целом увеличивают и улучшают картину на вашем игровом профиле, ну, то есть на аккаунте вы становитесь сильнее, естественно, там цифры мощности поднимаете. Ну и, собственно говоря, на этом все. То есть, вывод какой? Ну, не стоит вкладываться, не стоит прям вот сильно вот вкладываться в это событие, то есть, ну, не растрачивайте средства. Если вдруг эти герои пройдут мимо вас, я думаю, что не сильно вы расстроитесь. Да, конечно, хочется всех и все забрать, хочется все получить, но пусть это будет самое страшное упущение в вашей жизни, если вы кого-то не заберете в этом событии. Так, давайте перейдем сюда в кузницу. Чернильная борода бросает свой крюк, нанося урон перед собой, после чего отводит его назад. Ну, прям звучит, конечно, неплохо. Кое-кого из одной известной вселенной мне это все напоминает, но давайте смотреть, что у нас здесь. Крестик указывает на то, что время
восстановление сокровища сократилось. Крестик отмечает увеличение продолжительности действия сокровища. Ну, не знаю, насколько это вообще... Вот что-то непонятное вообще. Вот для чего вот это нужно? Вот зачем нам нужно знать увеличение продолжительности действия сокровища? Вот что нам это даст? Для чего это нужно? Я не понимаю. Ну, может быть, конечно, игра нам покажет. Попробуем, сбегаем. У Broadside повышена вероятность оглушения. Сколько была вероятность? Вот каким был показатель вероятности в процентах? 50, 10, 20, 30, может быть 80. Вот каким был этот показатель и насколько он станет выше благодаря левой стороне в кузнице вот второго уровня? Вот опять же, вот догадывайтесь сами, вот просто вот нет слов. Увеличена площадь поражения ядра при бортовом залпе. Ну, здесь увеличение области. Эва. Якорь мертвеца вращается вокруг капитана чернильной бороды, нанося урон всему, к чему прикасается. Ну, жнеца, честно говоря, напоминает. Я вот не играл, не смотрел, не пробовал, вот просто вот делюсь с вами какими-то вот прям вот впечатлениями, эмоциями, вот просто вот рассуждения. Даже и не знал, что еще их 3, оказывается, этих героя. Там один, наверное, он в пропуске покупается, как стандартно, там в районе 20, да. Так, ну, как будто бы, если вот этот якорь вращается вокруг нас, как будто бы вот, ну, на Эва Жнеца похоже. Можете посмотреть, есть обзор, там можно все увидеть. Да и в кузнице, я думаю, тоже там демо-версия должна быть. Так, призываем еще больше щупалец с помощью релиз The Kraken, либо щупальца кракена, выпущенные наружу, наносят урон при вырывании из-под земли. Мне интересно правую сторону посмотреть, поэтому поставлю так. Эту сторону я оставлю из-за того, что мне вообще в целом просто интересно посмотреть, сколько там всяких вот этих оглушений, вот этого всего. Ну и... Ну давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Сейчас еще и бочку тоже потестируем. С бочкой там тоже интересный моментик есть. Здесь плюс 5% к области у нас добавляется. И, ну, как бы, теперь бочки оставляют за собой стойкое зеленое облако, наносящее урон находящимся внутри врагам. Ну что, дротики 2, 3, уже было что-то подобное, поэтому ничего здесь интересного нет. Кто-то сказал, что у бочки интересная анимация. Так, здесь снаряды или скорость, конечно, пусть будут снаряды. Область, либо перезарядка. Ну, естественно, область, потому что перезарядка нам не нужна. Зеленый огонь отравляет врагов, либо двойной бабам, но одновременно может находиться меньше бочек. Ну, не будем чем-то страдать, чем-то жертвовать, точнее, поставим левую сторону. Продолжительность области увеличилась. Здесь плюс 5%. Ну вот, ни туда и ни сюда. Вот просто вот как будто бы дали нам вот эту вот пищу пожевать, чтобы что-то новое мы с вами просто вот обсудили, рассмотрели. И как бы на этом все. Чтобы на время притупить нашу с вами боль и негодование от того, что никак не выйдут вот эти вот новые режимы, которые нам говорят скоро, скоро, вот через месяц, потом через месяц говорят там еще 2-3 недельки. Ну ладно, пусть будет так. Героя мы с вами выбрали. Идем сюда, нет, не идем. Та-та-та-та-та. Так, нам режим видимости надо убрать. Быстренько сейчас сбегаем и посмотрим. Так, у нас там Эва, чего вообще идет у него? Ладно, посмотрим. Забеги же можно посмотреть? Можно. Якорь. Так, эволюции. Книга урона. Хорошо.
Вы так, скорость, давайте сразу. Ага, бочка. Ну, скорость как будто бы влияет. Книги скорости, они пошустрее начинают крутиться. Плюс 50% к скорости снарядов. Так, у нас книга урона, да, давайте возьмем. Скорость. Перезарядку сократим. Ну вот как будто бы. Даже не знаю, что сказать, вот если честно. Вот как будто бы скорость снарядов его не совсем ему лучше от этого. Но она просто быстрее появляется и быстрее исчезает. То есть как будто бы эффективность от этого теряется. И честно вам скажу, мне это не нравится. Вот где его использовать? Вот написано оглушает. Ну, вы видите оглушение? Я не вижу. Мы даже в кузнице с вами поставили, чтобы у нас было оглушение. Перезарядка. Вокруг. Скучно. Все это выглядит достаточно скучно. Ну вот, пока что скажу так, что мне это не нравится. Бочки, не знаю, видно вам, не видно. Они вроде бы и есть, но как будто бы они постоянно вот в этих облаках. Ой-ой-ой-ой-ой. Эва. Боже мой, какой бардак. Ну-ка, если видимость. Ну так, конечно, еще терпимо играть, более-менее. Но все равно, я вам скажу, что мне не понравилось. Так вообще ничего не видно. Вообще даже непонятно, что здесь происходит. Ладно, давайте, не буду долго вас задерживать здесь с тем, чтобы посмотрели мы на вот этого героя. 11 секунд, обычная скорость, давайте здесь прибавим. Так, 1,9, 2 секунды остается и уберем, чтобы следующий забег. Вот щупальца появились. Ульту, кстати, честно говоря, даже рассмотреть не успел. 299, ну, наверное, это много для такого аккаунта. Я думаю, что это более чем достаточно. Ну, тут понятное дело, что нет шансов не пройти все это дело. Ладно, что могу сказать? Ну, ни о чем. Мне не понравилось и не знаю, как вам, ну, не очень. Для коллекции, да, надо брать в любом случае, но не более. Окей, здесь что у нас еще есть? Кто у нас еще есть? Так, одного пропустили. Мне вот интересно вот этого третьего посмотреть. Угу. Куда-то он пропал. Ну вот же рядом, пропустил. Вот они, раз, два, три. Сваби. Швабра. Так, здесь все то же самое. Плюс 50 здоровья, плюс 10% длительность статус эффектов. Опять плюс 5% к области эффектов. Господи, ну вот зачем нам столько области эффектов? Вот скажите мне на звездной фракции. И добавляется урон замедленным врагам 1.05. Все. Хорошо. Бросаем в ведро воды, создавая лужи, которые наносят определенное количество урона. Швабра быстро вращает швабру вокруг себя.
Появляются небольшие лужицы. Все, кого мы положили, заполняют шкалу. Силой ударяет швабра. Швабра силой ударяет шваброй по земле, вызывая приливную волну или приливную волну, которая наносит, идет вокруг себя уязвимыми. Так. Ничего, вот никаких вот, наверное, это он, да, у нас открывается пропуски. Вот тоже ничего толком интересного нет. Давайте посмотрим, что здесь. Эффект усиливается с каждым 4-м взмахом. Книга области. Зона поражения швабры. Имеет шанс замедлить врагов при попадании. Ну, опять же, возможно, где-то там в кошмаре вам это поможет. Либо увеличиваем зону поражения, либо шанс замедлить врагов. Давайте посмотрим, как это работает. Длятся 2 секунды на 2 секунды дольше и замедляются сильнее. Небольшие лужи наносят урон врагам, находящихся в них. Ладно. 0,25 тысячных к урону глобальное усиление. Ну и пусть, ладно, урон много не бывает, поэтому берем, качаем. С уборщицы хватит. Теперь уборка становится серьезной, начинается мощный строй воды. Что он будет делать? Откуда струя будет идти? Наверное, где-то шланг найдет, будет поливать. В соленой воде. Вот что за бред? Господи, вот что я вообще читаю? Что это такое? Я вообще не понимаю. Ну, швабра, подметание. Название. Швабра, подметание. Ну, подметание это веник. Швабра это немножко не то. Урон замедленным врагам. Ну, естественно, это будет его бустить. Поэтому надо замедлять. Ой, ладно, давайте посмотрим. Ну вот, я даже не знаю, кто из них лучше, а кто хуже. Вот что-то примерно одинаково. На одном уровне. Давайте смотреть, что у нас здесь. Тут просто как бы я даже не знаю. Бочку не хочу включать. Смысла, мне кажется, нет. Ой, подождите, не туда, не в ту сторону. Забыл выбрать. Сдаться. Да, все, факел вернули, вон он там был. Так, давайте вот здесь его. Вот так, раз. Ух ты, как много. Ну все, значит, этот сильнее. Да нет, конечно, надо смотреть, надо разбираться. Вот она, швабра, да? Швабра, подметание. Скорость перезарядки. Бам! Шарик давайте возьмем. Еще шарик. Область. Уже надо много шваброй подметать. Так. А вот это уже, кстати говоря, выглядит интересно. Вот это мне нравится больше, чем тот герой. Пока еще не запомнил. Но вот это вот запомню, я думаю, что 100%. Ну, такой злая техничка в школе. Представьте, да, что вот это вот школьники, вот они тут бегают на перемене, следы оставляют. А тут вот техничка решила в этот момент полы натереть. Не подходите сюда. Ну, по крайней мере, так, видимость. Ага, все. Тут уже прям эффективная мойка пошла. Слушайте, ну вот честно скажу, как будто бы вот как прикол какой-то. Вот были же серьезные герои, да, там Некромант, он, например, одним своим видом пугает. И Швабра. Ну, что еще я могу сказать?
Давайте его берем, потому что не хочу я на это все смотреть. Доведем сейчас это все дело быстренько до конца. Аж прям оптимизации даже нету. Немножко подлагивает это все дело. О, гляньте, у нас тут положили даже. Урон, давайте прибавим урон. Давайте уже добежим. Не будем портить статистику человеку. Добежим, не добежим, не знаю, получится или нет. Должно получиться. Самки давайте сейчас возьмем. Добежим. Все, завершено. Пропустить все. Не хочу. Ну, смысла просто нет. Урон. Ну, давайте посмотрим. Я думаю, что будет меньше. Да практически в 2 раза. Ну, ладно. Не знаю. Ну, веселый, забавный, но... Ладно, пока что вот отдаем ему приоритет. Тот, конечно, посильнее был, вот этот Кракен, я не знаю, как его там зовут, уже забыл. Чернильная борода. Тот, конечно, был посильнее, урона побольше выдал, но по глобалкам как будто бы того надо поставить в приоритет, казалось бы. Но здесь у него, я уже забыл, что у него в кузнице. Да, все-таки глобальное усиление. Вот это на урон пока ставим его на первое место, швабру. Кракена, чернильную бороду ставим на 2 место. Ну а вот эту сейчас посмотрим. Статус эффектов, урон физическим повреждением. Здесь, наверное, тоже все. А, вот здесь сложность тяжело. Доп. Урон элитным врагам и боссам. Ага. Кролика бустим. 1.075 разделяющую фракцию. Вот это, конечно, хорошо. И 1.1 урон по истекающим тем самым веществом, которое нельзя называть. Но однозначно. Давайте еще посмотрим, что здесь в кузнице. Ну не бывает идеального героя. Везде вот какая-то вот подстава. Ну 2,5% к скорости снарядов. Ну и что? Вот что нам с этим делать? Ну нет. Давайте тогда такой рейтинг будет. На первое место по полезности мы ставим Марину Тайпборн. Из-за вот этого глобального усиления. Потому что оно будет очень полезно. Оно будет применимо абсолютно везде и всюду, где мы только этот с вами статус-эффект используем. Естественно, также буст пройдет от урона по элитке. Ну и все остальное так себе. Ладно, там и 2,5% к скорости снарядов тоже ни о чем. Ну, да, однозначно, ее на первое место. Давайте посмотрим, что здесь по скиллам. Наносит врагам статус-эффект, который нельзя называть, причиняя 730% урона за тик. Каждые 4 секунды огромный якорь наносит определенное количество урона врагам. Все, кого мы с вами положили, заполняют шкалу. Когда она заполнится, Марина призывает попугаев, которые будут кружить вокруг нее и наносить 200% урона. Ой, даже не знаю, для чего она нужна, где ее использовать. Время, конечно, потом покажет. Увеличивает урон от статус-эффекта, наносимый тем самым, и увеличивает урон. У способности Anchor Drop, Anchor Drop есть шанс оглушить противника на 1 секунду, либо площадь точки крепления увеличена на 20%. Давайте вот это посмотрим. Может быть, здесь мы с вами оглушение увидим. Вызывает на помощь пиратский корабль, непрерывно стреляя из пушек. Вот это интересно. По всей своей траектории. Ну, оставим так. Пусть вот как есть, так и есть. Кстати, у нас же еще питомцы есть. Давайте посмотрим. Мы же без питомцев тут играем. Раз. Да и оставим, наверное, так. Давайте здесь посмотрим, что у нас тут
стремительно бросается к ближайшему врагу, нанося сокрушительные укусы в пораженную область. Добавляет эффект того самого статус-эффекта к атакам активно используемого питомца. Каждый удар накладывает эффект периодического урона. Ну, в пассивку было бы здорово на самом деле. То есть, как будто мы с вами идем, представьте, например, в битву с боссом, добавляем акулу в пассивку, и одну палку мы с вами уже можем не брать. Ну, как вариант, замена, шестая палка. Непрерывный водный след длиной 4 секунды дюймов. След наносит 300% урона и замедляет на 20% дюйм. Бедный дюйм. Акула впадает в ярость на 10 секунд, уменьшая время восстановления атаки, увеличивая скорость передвижения. Так, ладно, мы ее выбрали, все, погнали. Давайте уже смотреть, что у нас здесь. Уже затянулось все достаточно долго, все это дело идет. Так. Гарпун. Ну, выглядит не очень. Она еще, конечно, сейчас не прокачана. Интересно было бы еще посмотреть на ее вот эту кнопку, которую мы жмем. Вот, кстати говоря, вот это вот как будто бы слабее всех. Быстренько почему-то ее тут начинают клевать. Уже половины здоровья у нас нет. Так, а у нее... Угу. Ей какая книга нужна? Не туда. Скорость. Она у нас от книги скорости. А, вам ничего не видно, да? Так. Это, я так понимаю, попугаи. Звук, как у часовщицы. Слышите? Где корабль? Что это за однопалубники? Ой-ой-ой-ой. Ну, вот, не знаю, на скорую руку все быстренько сделано. Ой, ну прям беда, беда. В общем, ребят, мое мнение таково. Если вдруг вы кого-то не заберете, ну вот кроме вот этой, конечно, то как бы не расстраивайтесь. Вот эту, я думаю, надо забирать. У нее вот этот 1.1, это прям нереально круто. Плюс у нее хорошее глобальное усиление на фракцию, которая распространяется. Мне кажется, самым лучшим выбором из вот этих трех героев будет именно она. Вот. На второе место ставлю швабру. Швабру брать нужно. Плюс, конечно, у них еще фишка в том, что они там не вот это вот не параллельная вселенная, они не аватары, их легко прокачать. Можно за там, порталы покрутить, можно жетоны, супер жетоны на них слить. И в целом проблем у вас никаких не будет. Понятное дело, что не будете вы, скорее всего, ими играть. Где-то, может быть, там побалуетесь, потестируете. Но не более. Главы пройдете, я думаю, да, без проблем. Но опять же, учитывайте тот факт, что это все полностью прокачано. Тут у всех 5 звезд, Эва полностью все есть. И тут прям полный вкачанный рулет из вот этих вот трех героев. Ну и на третье место 348. Неплохо. Ну и на третье место мы с вами ставим чернильную бороду. Ну, в общем-то, как-то так. Вот такой вот долгий выбор в событиях у нас появился.
новый ролик. Всем спасибо, кто высидел, вытерпел вместе со мной. Вот такие вот эмоции, вот такие вот впечатления. Огромное спасибо игроку, который предоставил аккаунт на возможность все это дело испытать, протестировать и рассмотреть. До новых встреч. Всем пока-пока.